Итак, смотрим, что нам готовит неделя Юля. Ее энергия и на что стоит обратить свое внимание. Возможно, кто-то будет пытаться сделать так, чтобы вы тосковали, вогнать вас в депрессию, посадить в тупики, в стагнацию. Но вы выйдете из этого, либо с помощью ритуалики, либо пришло время, уже смотрите каждый сам за себя. Так, сейчас узнаем, что здесь по карме. У вас очищение идет. Девочки, идет и мальчики, но здесь больше для девочек. Идет очищение вашей женской энергетики. Здесь вы получали определенное откровение, либо получите. Кто-то из вас избавится от одиночества. Вы выработали определенный механизм собственной чистки. Денежный финансовый канал либо почистите, либо уже почистили, либо здесь кармический какой-то узел развязан насчет денежных ваших доходов. Ваш враг, женщина, находится в паутине. Я уточнила все-таки. Здесь женщина вам на красоту влияла, на вашу внешность. Пыталась себе содрать, омолодиться за ваш счет. Здесь женщина, которая в интернете себя прям на показ раздает мужчинам. Для чего она это делает? Свободы хочет. Она считает, что когда она обучится магии, видимо, как вы, она получит некое освобождение. От чего ты хочешь освободиться? Хочет, чтобы тайное в ее жизни стало явным. А получится ли у тебя? Нет, слишком жадная ваша мадам. Слишком много инициативы насчет того, что она будет решать, кому разбивать сердце, а кому не разбивать. Это я на всякий случай уточнила про недоброжелательницу женщину, так как женщина сигнификация вышла. Итак, на что вам еще стоит обратить внимание, господа товарищи? На ваши амбиции, на вашу мудрость, духовную силу, которую вы получать будете от Абсолюта. Внимание на то, что кто-то испытывает зависть к вашей семье. Человек под дьяволом. То есть у него очень ярко проявлены темное нутро и темное качество. Возможно, это тоже женщина, возможно, человек из вашей семьи. Возможно, тут человек пытается навредить вашей семье. Сейчас мы уточним. Да, здесь человек хотел бы отсечь вас. Отсечь вас от семьи, разругать вас с партнером, повлиять именно на... Здесь зависть к тому, что вы счастливы. Здесь либо влияет женщина, либо мужчина обращается к ведьме, ждет удачи своим начинаниям, но в итоге выходит на бремя, на тяжелую ношу и на собственные страхи. Стоит ли вам опасаться этой ведьмы? Нет, ее род будет под замком сразу, как только она начнет работу по вам. Вы будете осведомлены о том, что там тайное от вас пытаются скрыть. Да, здесь мужчина будет обращаться к ведьме,
хладнокровный, решительный развалить вашу семью. Давайте посмотрим бумеранги этому дураку. Обращался ранее и к практикам для того, чтобы наладить свои финансы. Тоже, возможно, к женщине, к магу. Но дело в том, что бесплодные попытки у этого персонажа. Он достиг своего предела, ничего не хочет делать, но, видимо, при этом получать что-то. В жернова попал, надуманные проблемы и обижен. На что обижен? На то, что в лабиринт сам зашел. За то, что застой у него. Понимаете, у человека большое самомнение, эгоизм зашкаливает. Он не видит, что выход там же, где и вход. Но, видимо, длина его члена ему не позволяет. Понимаете? Почему именно длина этого органа? Потому что, видимо, слишком мала, раз эгоизм на таких высотах находится. Вот так-то. Хотя нет, давайте-ка я еще вам посмотрю, что лично для вас принесет эта энергия. Предзнаменование зла вы будете получать. Люди, которые вам будут высветлены в пространстве, вы и все, что они планируют из работ по вам, вы решите эти вопросы. Возможно, придется подсуетиться. Здесь баба тоже, женщина, соперница, которая вам на безденежье будет делать. Менталом работать, на воздух что-то нашептывать. Да, какие-то тайные знания, там, ради того, чтобы самой покайфажорить. Ну, в итоге уйдет на покой и погружение в себя, а потом будет считать, что она лишняя в этом мире. Для чего вам эта информация об этой бабе? Потому что она получит тут же бумеранг и уже их получает. Да, тьмы. Вы просто должны быть осведомлены, что по поводу ваших личных планов, у кого они имеются на эту неделю, давайте посмотрим. А еще я хочу сгрести. Вот это здесь четко и явно ваши недруги отхватят, даже еще не начиная свою ритуалику, с учетом того, что вы уже посмотрели этот ролик. Давайте, лично для вас что? У вас что-то заканчивается. Знаете, что заканчивается? Связь с людьми, кармические есть еще. Были, точнее, кармические затыки по поводу того, что вас окружали люди, которые лицемерили, изменяли вам, лгали и о вас клевету распускали. Эти люди получили уже расправу, эти люди попытаются наладить связь с вами, законнектиться в ваше пространство, но дело в том, что это не получится. Здесь для кого актуален вопрос, как по поводу любой ситуации из прошлого, кто у вас там долгоиграющий враг, все с ними, все завершено. Да. Здесь люди, которые играли роли для того, чтобы вы их считали лучше, чем они являются на самом деле. Из-за своей работы, из-за своих сделок, выгодных, как они считали, они стали марионетками, давайте я вам так скажу. Ездили, заказывали по вам работы у черных людей и потом сидели, ждали, когда их вампирские присоски сработают. Вы исцеляетесь от этого всего. У меня такое ощущение, что на этот Йоль реально именно в этом году у большинства из вас закроются крайне
устарелые гештальты, то есть то, что длилось годами. Что еще вам? Крупные сделки ожидаете денежные. Здесь человек завидует тому, сколько у вас денег. Огнем работает, вы с этим человеком расстались. Для вас открыты пути и дороги. Здесь было очень много влияний на ваш финансовый канал, мальчики и девочки. Я вам скажу так, здесь, понимаете, здесь оно снято, оно в процессе, давайте я вам так скажу, поэтому такие энергии. Человек, который у вас воровал, сам разрушил отношения с вами, это было уже давно. Обращался к практикам не единожды по вашу душу, человек притворялся, то есть оборотень притворяется одним, является абсолютно другой личностью. На данном этапе этот человек спивается планомерно, уверенно идет ко дну. Здесь, понимаете, вы идете в рост, а он еще там пытается что-то делать, но это, знаете, так, остаточное явление в пространстве. Почему? Потому что у вас все равно идет рост, и за любые попытки нацепить что-то на ваши даже финансы, здесь по справедливости будет все с человеком. Будут страхи их закидывать. Что лично вам еще? Кто-то захочет присоседиться к вашему урожаю под масками. Человек на вас в обидах. Человек заключал договора с темными и теперь озлоблен. Желал бы вам отомстить, сам в болезнях находится. Старая какая-то карга, возможно, в темнице находится. У вас идет луч света. Выбор. Выбор чего? Вы предупреждение получите и сигнал о том, что кто-то попытается сущность на ваш финансовый канал кинуть. И здесь кто-то захочет с вами встретиться и сыграть в определенную игру, но вы освободитесь, потому что за вами сила. Человек, с которым вы не желаете общаться, у человека помрачение рассудка идет. Здесь вам высшие силы покажут, куда нужно направиться. Человек пытается, понимаете, во-первых, сплетни распускает о вас, во-вторых, следит, и в-третьих, все пытается на вас обязательства, долги, какие-то оковы сбросить. Но я вам хочу сказать так, здесь по интуиции, по вашим чувствам, вы рулевой, вы управляете и контролируете свою жизнь. Я вам скажу так, сегодня в этом контексте вот эта карта затмения безмятежности работает вам в плюс. Вы под покровительством. Сейчас еще на магическом блоке хочу немного посмотреть. Здесь очень многие люди показаны. Здесь вот по последней прямой трансляции просто трэш и угар. Такое впечатление, что выгребется, ну, если не все, то практически все дерьмо, которое каким бы то ни было образом вам вредило на вашем пути предназначения. Из магии на что обратить внимание?
Значит так, здесь ваши недоброжелатели более не смогут влиять на вашу голову, на ваши мысли. У вас простраивается определенный охранец на защите. Защита у вас прям шикарная. Вот так вот. Простраивается определенная штука и будет разваливаться работа в храмах. Я вам могу посоветовать сочетать работу по веканству с травами и с христианским эгрегором. Снимется печать одиночества и уйдет к тому, кто на вас ее накладывал. Вот как вас пытались через сны оморочить, чтобы вы оставались в одиночестве. Вот это вот все уйдет к этим людям. Вы все увидите. Подсказки по ритуалу каждый из вас увидит для себя. Вот так, ребята. Здесь даже из магического блока шикарные карты вышли. Неделя июля нас порадует по меньшей мере процентов на 99. Всем осознанным добра этого мира. Пока-пока.